Новые классы полностью изменят геймплей Мока. Сегодня мы разберем все сникпики, которые показывал комьюнити-менеджер Жуан, и обсудим ключевые изменения Мока 2.0, которые реально могут перевернуть игру. Первое, что он показал, это класс Клинки из глубин. И это уже не просто оружие, а полноценный класс, который работает с такими способностями, как невидимость, которая восстанавливается сама по таймеру. А вторая, это полноценный супер, как в Brawl Stars. Ее нужно накапливать во время боя, и при активации персонаж выпускает клинки, которые расстреливают все вокруг. Похоже, они реально превращают оружие в мини-бравлеров со своими механиками, что не похоже на привычные классы в других MMORPG. Параллельно с этим в кадре заметили новое оружие-пулемет, но пока непонятно, что оно делает. Также стоит обратить внимание на то, что кнопки рывка, видимо, больше не будет. Вместо этого каждый класс или оружие получит индивидуальную способность перемещения, будь то рывок, скачок, телепорт или что-то совсем новое. Это полностью меняет логику боев. Мобильность больше не универсальна, а привязана к тому, чем вы играете. Условно быстрые классы станут еще быстрее, танки наоборот стабильнее, но медленнее. И это очень круто, потому что это поднимет скилл-потолок и сделает каждый класс более уникальным. Следующий показанный класс — это оружие-питомец. Оно само перезаряжается, а атака работает в стиле Амбер. Удерживаешь кнопку и наносишь огненный урон. Чем дольше держишь, тем больше наносишь критического урона. А в конце атаки происходит взрыв, нанося урон и оглушая игрока. То есть мы получаем первый класс, где необходим контроль за оружием, а среди способностей также есть огненная волна, похожая на гаджет Boombox, только сделанная через огонь. И это снова подтверждает, что классы будут иметь разные сценарии применения, что-то для PvP, что-то для зачистки волн, а что-то для рейдов боссов. Теперь мы переходим к самой спорной теме, и это ротация режимов. И здесь стоит отметить некоторые риски, связанные с давлением на игрока, что надо типа заходить в игру каждый день, но с другой стороны это повысит разнообразие контента, оживит подбор и создаст ощущение, что игра не стоит на месте, а постоянно живет. И честно, когда можно было играть в любой разлом в любое время, большинство игроков пробегали его один раз, ставили лучшее время и тупо забивали на него. Поэтому добавление ротации вряд ли сильно повлияет на что-то. Думаю, это попытка не дать игрокам застаиваться на одном и том же. Если вдруг они не могут пройти, допустим, какой-то разлом или додзи, они просто закончатся и все. Я уверен, что если команда сделает ротацию не слишком часто и удобной, это пойдет игре только в плюс. Теперь про опыт. Сейчас непонятно, останется ли лимит. Разработчики сказали, что награды за гринд уменьшат, но играть можно будет столько, сколько захочешь. Возможно, это будет что-то по типу опыта X05 или X02 после определенного порога, чтобы прогресс не стоял на месте, но и не ломал экономику. Главной же целью Мока 2.0 будут классы. Их нельзя будет купить, а только зарабатывать. Вы будете проходить задания, фармить жетоны и решать, какой класс вы хотите получить. В старой версии все игроки рано или поздно становились одинаковыми. В новой же версии каждый будет собирать свой сет классов. Перед покупкой, конечно же, игроки смогут заранее протестировать класс и понять, подходит ли он им. Жуан также намекнул, что появятся новые ежедневные задания, связанные с сюжетом, и скорее всего награды будут привязаны к классам, их прокачке или новым прогрессиям. И пожалуй самое странное, что он показал, это прототип, где гигантские лапы птерозавра падают на игроков с неба. Это выглядит как новая стихия по типу того, что уже есть в игре. Это грозы, смерчи и шары смерти от Леди Мухи. Надеюсь, таких стихий будет в разных мирах еще больше. Но возможно это вообще большой босс, кто знает. Вообще все, что показывают разработчики, говорит о том, что игра действительно может раскрыть свой потенциал. Сегодня по идее должны выйти официальные сникпики по Моку 2.0, но как я уже говорил в прошлом ролике, ребят, мне нужно время, чтобы разобраться со всем, что покажут. И при этом выпустить ролик вовремя в 17:00. А сникпики, возможно, выйдут и после 17:00, я не знаю. А мне ролик нужно выпустить, так что, ребят, извините. Если вы хотите узнать, что я думаю уже про то, что нам показали после этого ролика, или до ролика, я не знаю, заходите в мой телеграм-канал Мока ПКД, там есть вся информация. А мой обзорный ролик выйдет во вторник, так что буду ждать вас. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики. С вами был Покалиш, всем пока!